Друзья, снова всем привет! И сегодня я хотел бы с вами поделиться своим фирменным рецептом приготовления коппы. Коппа – это свиная шея. Вот этот кусок провисел у нас 3,5 месяца в камере. И сегодня я хочу вам рассказать полный цикл приготовления от А до Я. Какие мы используем специи, какую часть мяса брать, как правильно мариновать и при какой влажности выдерживать и сколько времени. Поехали! Что у нас получилось за 3,5 месяца? Так, друзья, ну и давайте посмотрим, насколько усохла наша коппа. Как вы видите, мы ее вешали 10 августа. На сегодняшний день ровно 3,5 месяца, как она висит в нашей камере. Весила она, ну, грубо говоря, 3 килограмма, без 20 грамм. Давайте посмотрим, сколько она весит сейчас. Усохла она всего лишь на 750 грамм. Так, ну и давайте посмотрим, что же у нас внутри нашей коппы. Так, друзья, она у нас выглядит. Давайте попробуем отрезать кусочек. Так, ну для того, чтобы нам приготовить коппу, берем шею свиную, взвешиваем 3 килограмма 100 грамм. И теперь наша задача ее обработать, то есть сделать из нее, убрать вот эти все обрезки, все некрасивое. Задача у нас из нее сделать шею округлой формы. Вот тут, видите, может попадаться косточка где-то. Все это нужно зачистить. Так, друзья, досточка у нас, конечно, не самая удобная, шея, кусок у нас достаточно большой. Вот эти вещи нам с вами нужно обрезать, придать форму нашей шеи, чтобы она у нас в последующем была более-менее правильной формы. Для чего это важно? Если мы не сделаем округлую форму, не придадим, так сказать, овал, воздушные карманы могут у нас подзатухнуть, несмотря на то, что мы будем использовать все равно консервант. Так называемые воздушные карманы – это самая большая проблема, когда вялим мясо на длительных сроках. Друзья, подготовили мы наше мясо, свиную шею. Вот так она выглядит. Убрали все лишнее, лишний жир, придали форму. Получился кусок у нас 2 килограмма 400 грамм. И теперь давайте перейдем к специям и к маринаду, обсыпки. Что нам понадобится для того, чтобы замариновать нашу коппу? Значит, давайте по порядку. Первое. Это свежий чеснок, порезан вот в такую небольшую фракцию. Лавровый лист, нитритная соль, кайенский перец, смесь 5 перцев и тростниковый коричневый сахар. Теперь давайте конкретно, сколько же какого ингредиента необходимо на 1 килограмм массы. Значит, напомню, у нас 2 килограмма 400 грамм масса куска. Чеснок свежий. Чеснок свежий у нас составляет 1% от общей массы мяса. То есть 1% умножаем на 2,4, получается 24 грамма чеснока. Лавровый лист делаем 2 листика среднего размера на 1 килограмм. В нашем случае это 5 листиков. Вот 5 листиков я разломал вот в такую фракцию, для того, чтобы более равномерное было распределение по куску. И теперь далее. Нитритная соль. Нитритная соль используется 2,5% от массы нашего мяса. И это 60 грамм в нашем случае. Кайенский перец острый, красного цвета. Значит, его используется 2 грамма на килограмм. И это в нашем случае 6 грамм. Он достаточно легкий, поэтому кажется, что его много. Смесь 5 перцев. Смесь 5 перцев мы также используем в пропорции 2 грамма на килограмм. И это 6 грамм. И тростниковый сахар мы используем 0,5% от массы нашего мяса. Посыпаем нашими ингредиентами. Чеснок, лавровый лист, нитритная соль,
смесь 5 перцев. Кайенский перец, который придаст очень красивый цвет нашей будущей копии. И тростниковый коричневый сахар. Все, всыпали мы с двух сторон. Теперь мясо нужно промассажировать. И чтобы максимально все ингредиенты, все специи остались в самом мясе. Так, друзья, ну и теперь, после того, как мы замариновали наше мясо, его необходимо убрать под гнет, или в нашем случае мы его запечатаем в вакуум. Все, что не прилипло, засыпаем в наш пакетик и запечатываем в вакуум. Так, друзья, вот мы упаковываем в вакуум нашу копу. Для чего это нужно? Для того, чтобы максимально глубоко промариновались специи. А лучше всего, конечно, делать это в нескольких экземплярах. То есть сразу не одну копу, а штук 10. И тогда можно будет их одну на одну складывать в какую-то емкость и ставить под гнет, то есть под какой-то пресс. Ну, в нашем случае это будет один кусок. Мы его запечатали в вакуум. Все. Вот в таком виде он у нас будет храниться 7 дней в нашей холодильной камере. Так, друзья, вот у нас прошла неделя. Мяско пролежало в холодильнике, замариновалось. Что мы делаем далее? Достаем наш кусочек. Ой, запах просто волшебный. Так, ну и теперь можно его немножечко сполоснуть. Можно его немножечко просто, скажем так, убрать лавровый лист. Зависеть это будет от того, хотите ли вы, чтобы вкус был более насыщенный или с тонами. Если чтобы более насыщенный, тогда просто немножечко убирайте лавровый лист и не моете мясо. Далее берем коллагеновую пленку. Она бывает разной длины, разной ширины. Мы взяли самую большую, самую широкую. Так, где у нас здесь хвостик? Так, вот у нас хвостик. Берем коллагеновую пленочку и выкладываем наше мясо на коллагеновую пленку. Нужно его максимально ровно положить, центровать. Вот так. И все. Теперь мы его просто заворачиваем. Заворачиваем, стараясь придать ему более-менее округлую форму. Как я и говорил в начале ролика. Чтобы не было карманов. То есть вот так всячески прижимаем и придавливаем. Достаточно обернуть 2-2,5 раза. Все отрезаем. Отрезаем. Вот так выглядит наша копа до момента вызревания. Далее делаем из нее, прижимаем хвостики, делаем как конфетку. Заворачиваем. Очень аккуратно, потому что пленка достаточно тонкая, может порваться. И берем сетку для колбас. Они бывают разного диаметра. Бывает 80, это, по-моему, самая большая, 110 миллиметров. Отмеряем. Отрезаем нужную нам длину. И упаковываем нашу копу в сетку.
Друзья, вот и весь процесс подготовки мяса к тому, чтобы его поместить в холодильник. Осталось нам все это дело завязать шпагатом и повесить бирочку. Друзья, ну вот и все. Повесили мы нашу копу. Значит, срок вызревания мяса от 2 месяцев. Понять, когда она будет готова, можно по весу. Когда она потеряет около 30%. За первый месяц она должна потерять порядка 20% влаги. И еще за последующий месяц, то есть за второй, около 10%. Итого, когда она потеряет около 30% влажности, она будет готова. Но чем дольше она висит, тем вкуснее она получается. Друзья, ну и давайте теперь поговорим о том, что если кто-то из вас захочет зарабатывать на этом деньги, на этом рецепте, давайте немножко посчитаем себестоимость и почем ее можно продавать, сколько на ней можно заработать. Фермерское сырье, то, которое мы используем для копы, стоит на сегодняшний день 330 рублей. Как я уже говорил в начале ролика, ее придется обвалять, придать ей круглую форму для того, чтобы не было воздушных карманов. Из 330 рублей мы уберем 20%, то есть прибавим 20%, потому что порядка 20% уйдет в отход. Итого у нас получится, грубо говоря, 400 рублей копа уже в форме, с учетом отходов. Копа усохнет где-то на 30%. Прибавляем еще 30%, получается 520 рублей. 520 рублей плюс сетка, плюс коллагеновая пленка, плюс специи, ну плюс еще какие-то там мелочи. Самое максимум у вас выйдет 600 рублей, это готовый продукт, себестоимость готового продукта. Сюда нужно будет добавить только электроэнергию за 2 месяца использования холодильной камеры, это вы уже посчитаете сами. Ну и аренда, если она у вас есть. Итого, себестоимость у нас будет 600 рублей. Я такие продукты продаю, цифру умножаю минимум на 4, то есть делаю x4. То есть если 600 рублей она у нас стоит, то я ее буду продавать минимум 2400. Ну и с учетом того, что она у меня висит 3 месяца, даже 3,5, я думаю, это будет нормальная рентабельность. Теперь, когда ее лучше всего делать, когда ее лучше всего продавать? Сейчас вот завтра 1 декабря, первый день зимы, как раз новогодние праздники на носу, и это самое лучшее время, когда можно продавать такие продукты. То есть заготавливать их нужно, грубо говоря, 1 сентября к 1 декабря, чтобы они у вас были готовы. С учетом того, что вы их будете продавать на новогодние праздники. Друзья, вот такой на сегодня был ролик. Не забывайте оценивать его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Да, у нас теперь появилась телеграм-группа для всех бизнесменов, которые хотят пообсуждать или поделиться своим опытом. Подписывайтесь, заходите, не болейте. Всем здоровья, пока!